Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это вечерний обзор. Давайте рассмотрим, какие новости вышли, какие события произошли, какие движения на остаток торгового дня. Ну и, соответственно, что там за статистика вышла, на что она указывает. Так, друзья, давайте для начала посмотрим, какая вышла на сегодня статистика. Сегодня вышло сальдо торгового баланса по Евросоюзу. Оно вышло очень и очень слабенькое. Оно значительно ниже и прогноза, и предыдущего значения. Более сильный провал был только когда вот эта вся ковидная история была в 2020 году. Но и здесь на самом деле самое такое напряжное, самое страшное. Это не то, что идет снижение в сравнении с предыдущим значением, хотя это тоже очень негативно может вполне оказаться. Но самая жесть – это то, что такое расхождение с прогнозом. Если такое расхождение с прогнозом, это говорит о том, что ситуация, она либо не понимается, либо не контролируется. Ну а когда не контролируются такие вещи, как торговый баланс, что происходит с экономикой, с экспортом, импортом, то это в ближайшее время может привести к какому-то очень глобальному сбою. Так, друзья, ну да, вот с евро ситуация получается очень и очень не подарок. Далее, в 15:30 базовый индекс розничных продаж Соединенные Штаты 0,8% больше прогноза, но меньше предыдущего значения. Несмотря ни на что, продажи в Соединенных Штатах все-таки растут. Но то, что произошли сбои в логистических цепочках, это уменьшает объем товаров и ассортимент, который предлагается. Ну и, соответственно, поскольку американцы, они общество потребления, они, если так можно сказать, изысканы в своем выборе, по крайней мере в количественном плане, то, соответственно, это приводит к тому, что сокращается, все равно так или иначе не происходит необходимого роста потребления, либо происходит сокращение потребления. Потому что американцы, они немножко по-другому устроены. То есть, если он видит, что он не может купить чего-то, этого чего-то, если нету, он скажет, что я там подожду, я не буду сейчас покупать, завтра, наверное, будет. Вот, соответственно, это приводит к тому, что все-таки спрос и покупка товаров, она растет, но не так, как она должна была бы расти с учетом выхода с ковида, но если бы логистические цепочки не пострадали в такой степени. Так, ну и что тут? Объем розничных продаж. Объем розничных продаж у нас вырос, так же, как и базовый индекс. Но если посмотреть вот эту траекторию движения этих двух индексов, то весьма вероятно они ведут к тому, что до Нового года будет тишь да блажь. Но я думаю, отрезвление наступит оно где-то, наверное, в феврале, возможно, в марте. Ну или по традиции сразу в районе 18 числа, 18 декабря. Но здесь, скорее всего, так не случится никакого трэша, потому что там же Рождество, и, наверное, будут подбитый самолет тянуть до последнего. Так, далее индекс производственной активности New York Empire State 19,8%. Ну, вот это, конечно, уже печально, потому что тут значительное снижение и по сравнению с прогнозом, и по сравнению с предыдущим значением. Но опять же, с учетом того, что произошло с логистическими цепочками, что они полностью разбалансированы на текущий момент, такой показатель, он вполне естественный. Неестественно только то, что прогноз больше, чем фактическое значение. Но нет ничего страшного в том, что какое-то возникает отклонение. Допустим, значение прогнозируется и получили большее или меньшее значение. Вопрос только в том, насколько большее и насколько меньшее. Вот как бы значение 19, оно более чем на треть отличается от значения 27 и почти в 2 раза от 34. То есть от предыдущего значения, соответственно, здесь получается двойное негативное воздействие. И снижение по сравнению с предыдущим, и значительное снижение по сравнению с прогнозом. Так, ну вот с 8 ноября Соединенные Штаты открываются для вакцинированных иностранных туристов. Хорошая новость. Только, по-моему, сейчас в России визу сложно получить туда. Так, ну и то, что Китай
не спасет Evergrande. Ну, здесь, мне кажется, проблема, она не в Evergrande. Проблема в китайском рынке недвижимости и китайской стройке. Потому что Evergrande это просто вот одна капелька, ну не капелька, это это самая хорошая часть айсберга, которая торчит сверху, но тем не менее это только часть. Потому что сам по себе Evergrande, он лишь отражение в силу там того, как они вели бизнес, как они там различные ассоциации производили. Риски были большие, но тем не менее это всего лишь отражение того, что китайский рынок недвижимости находится в очень непростой ситуации. И поэтому сам по себе вопрос, спасут, не спасут Evergrande, мне кажется, он не столь актуален. Китайский рынок недвижимости свалится. Вопрос только когда. Я думаю, скорее всего, в следующем году, может быть, через год. Так, ну вот сейчас, конечно, в России ситуация очень непростая с ковид, потому что практически во всех странах мира пошла тенденция на снижение. В России идет рост как случаев заболеваний, так и смертности ежедневной. В большинстве случаев действительно осень служит тем самым временем года, когда обостряются респираторные заболевания, но здесь как бы на фоне общемировой тенденции страна явно выбивается. Не в лучшем смысле этого слова. Так, друзья, давайте перейдем теперь к графикам. Так, ну для начала VIX. По VIX ситуация отличная. Ну, вероятность 95%, что закрытие будет ниже 16,5-17. Это говорит о том, что на следующей неделе весьма вероятно будет продолжение банкета на фондовом рынке. Так, далее S&P 500. Ну, смотрите, здесь уже 4470 сделали, цель движения у него была. Соответственно, на текущий момент, вот сейчас вот, он должен консолидироваться и немножко пар выпустить. Закрытие, я думаю, в районе 4450 произойдет. На следующей неделе есть все предпосылки для того, чтобы вот это движение наверх продолжилось. По идее, Россия должна продолжать расти, поскольку растет S&P и нефть находится на хаях и, скорее всего, пойдет на 94, возможно, даже исторические хаи перепишет. Но ситуация в России непростая, значительный рост заболеваний ковида, ну и макроэкономические показатели указывают на то, что экономика находится в очень непростой ситуации. Скажем так, если рассматривать по ряду критериев то, что происходит в экономиках, допустим, если взять немецкую экономику, ну, даже можно еврозону взять, Соединенные Штаты, Россию, то здесь получается картина следующая. В Соединенных Штатах, в Европе восстановление, именно запуск работы прибавочной стоимости, оно началось. Да, там есть проблемы с избыточной денежной массой, соответственно, высока инфляция издержек, и она в ближайшее время, скорее всего, значительную негативную роль начнет играть. Но в России вот этого маховичка раскрутки, который создает прибавочную стоимость, исходя из того, как я вижу анализ макроэкономических показателей, его вообще не произошло практически. Плюс то, что происходит с ковидом, может ситуацию усугубить. Но, с другой стороны, если мы с вами посмотрим, как протекал 2008 год, в начале 2008 года все бегали, настроения колебались, то ужас, то РТС 3000, Запад будет падать, а мы взлетим. Потом действительно был достигнут исторический максимум на ММВБ по многим бумагам. Вот. Но потом в июле, когда нефть, по ней произошел шортовый вынос, пошло движение вниз. Как вы помните, в августе были события, связанные с Кавказом, но тем не менее это так прямо существенно на рынок фондовый не повлияло. На самом деле я это говорю к тому, что после достижения максимумов российского фондового рынка и начала снижения вполне может произойти что-то подобное с августом 2008 года. Дело в том, что есть определенные движения на российском фондовом рынке, точнее определенные корреляции, которые вот уже 2 раза они предшествовали тому, что возникали какие-то конфликты. То вот на Кавказе в 2008 году, то в 2014.
Соответственно, сейчас такая же ситуация, такая же корреляция появилась. И единственное, что пока непонятно, вот те значения, которые достигнуты, они являются максимальными или все-таки новогоднее ралли в России состоится, и тогда весьма вероятно с каким-то лагом 2-3 месяца произойдет то, что было в 2008 году. Так, друзья, далее нефть, SFD по нефти, дневной таймфрейм. Ну, здесь можно сказать, мы все закрепились, и, соответственно, отсюда обязано пойти новое нефтяное ралли, цель которого 94, возможно, даже и 100. Вот, а там тогда посмотрим, как будут происходить события в районе 94. Соответственно, там, если вынос произойдет, то может быть молниеносное движение на переписывание исторического хая, который был в 2008 году. Но сейчас мы как бы пришли к определенной точке, но пока что не переписали максимум, который был в ноябре 2018 года. Сейчас на текущий момент по нефти, если переходить на часовик, то весьма вероятно закрытие будет где-то в районе 84,1, 84,4. Соответственно, пробой уровня 84, 83,9 приведет к тому, что здесь разовьется коррекционное движение, у которого цель будет 83,5. Я думаю, более вероятно закрытие вот в этом консолидационном диапазоне. Почему я так думаю? Сейчас вроде бы особого негатива, который на нефть бы повлиял, нет. А судя по всему, вот здесь уже прибыль зафиксировали, и после того, как ее зафиксировали, скорее всего, оставят торговаться вот в этом диапазоне. Ну, если сейчас что-то, какая-то рябь по воде пойдет, могут, конечно, и завалить ее вот сюда вот. Но я думаю, вероятность этого события, она невелика. Так, друзья, далее золото. По золоту прекраснейшая ситуация. Вышли из этого диапазона. И сейчас есть возможность недорого, но, разумеется, со стопом затариться золотом. Потому что, я так думаю, на следующей неделе высока вероятность того, что золотое ралли, оно неудержимо продолжится. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС, часовой таймфрейм. Но здесь, я полагаю, закрытие, наверное, будет в районе 187 800. Вот мне почему-то так кажется очень сильно. Так, друзья, далее рубль-доллар. Давайте посмотрим сишечку фьючерс. Соответственно, здесь у нас какая ситуация? Прорублены все значения, которые должны были быть пробиты для того, чтобы по споту произошло движение в район 70-70,5 рублей за доллар. Ну, по фьючерсу это, соответственно, движение, которое ведет в район 70 тысяч 750, 71 тысяча. Всю неделю росла нефть, рубль укреплялся, хотя, опять же, непропорционально ценам на нефть. Я полагаю, что сейчас под закрытие, наверное, будет, я думаю, весьма вероятно, движение на укрепление доллара, на рост доллара в район 72 300, 72 350, вот сюда, вот к этим значениям. Опять же, этот сценарий не будет реализован, если сейчас происходит пробой значения 71 700. В этой ситуации мы увидим укрепление рубля с целью движения в район 71 350. Такой сценарий мне видится маловероятным. Скорее всего, сейчас будет либо вот здесь где-то боковик, либо отскок и потом возврат вот сюда к этому боковику. Так, друзья, далее платина. Но платина вообще, она железобетонная на этой неделе. Видите, вот уровень 1040 сработал, то есть он пришел, поколол и сразу от него отлетел. Текущая динамика движения в платине указывает, что на следующей неделе весьма вероятно рост в платине продолжится. И судя по тому, как здесь все происходит, я полагаю, платина будет показывать наибольшую скорость движения на следующей неделе. Ну и сегодня закрытие вот здесь, в этом боковике, нижняя граница 1050, верхняя граница 1062. Я думаю, вот так вот оно где-то и будет болтаться. Ну, тут за неделю уже все, весь боекомплект израсходовали. Так, далее серебро. Ну, здесь, в общем-то, тоже все, видите как. Если смотреть динамику движения, то получается
И на этой неделе, и скорее всего на следующей, лидер платина, потом идет серебро и потом золото. Золото несколько отстает. Но смотрите, вот если анализировать вообще в принципе перспективу, для чего какой металл нужен и как он будет востребован. По сути, золото это исключительно на 90% это либо монетарная функция, либо украшение, ювелирная функция. То есть как технический металл, золото используется, но его потребление достаточно ограниченный характер носит, в отличие от платины и серебра, и палладия. Но нюанс заключается в том, что золото добывается, если не ошибаюсь, около 2000 тонн в год, а палладия и платины добывается порядка 200. Поэтому здесь у платины, я думаю, есть очень хороший потенциал для того, чтобы до сужения либо нейтрализации спреда с палладием пройтись. Но здесь, правда, есть определенный момент, не очень позитивный. Он связан с тем, что для норильского никеля, для его хорошего ралли и восстановления все-таки нужен палладий. Платина, ее добывается очень мало. Ключевые элементы, на которых делает деньги норильский никель, это, конечно же, палладий и никель. Так, друзья, далее давайте Сбербанк посмотрим. По Сбербанку на самом деле хорошая ситуация. 369 уровень удержался. И поэтому здесь, если не будет повторных задергов и пробития 369, 369,5 немножко покололи, но здесь ничего такого страшного нету, то все, на следующей неделе мы увидим дальнейшее движение, рост. Первая цель движения будет вот где-то здесь. Какие есть драйверы? Смотрите, высокие цены на нефть. Потом Сбербанк – это прокси всей России. На этой и на предыдущей неделе там какие-то скандинавские фонды закупали российские акции. Понятно какие. Это Сбербанк и Газпром. И сейчас вроде бы идут разговоры, что еще какие-то фонды будут немецкие, возможно, американские заходить. Соответственно, если это продолжится, то в рамках Крисмас-ралли американского, они и российский рынок могут затащить очень мощно наверх, несмотря на то, что уже все мыслимые значения переписаны и перебиты. Но здесь недавно ситуация была с электрическими компаниями, электросетевыми компаниями, когда они там поулетали в космос всего лишь на одном заявлении. И это говорит о том, что очень много денег, которые готовы ринуться в бой в любой момент. У нас остались кандидаты нестрелянные. Это ВТБ, Росгидро и Мечел, у которых очень большой потенциал разворота и движения наверх. В принципе, при таких ценах на газ Газпром и Новатэк тоже могут тянуть наверх. Но я думаю, наиболее актуальные идеи ближайшего времени это будут ВТБ, Росгидро и Мечел. Несмотря на тот рост, который в Мечеле произошел, он и близко не отыграл тот потенциал и те значения, которые у него ранее были. И с учетом того, что происходит в металлах, норильский никель, наверное, ему особо развернуться сейчас не дадут, хотя он уже, в общем-то, готов к тому, чтобы осуществить волшебный рост. Но я так думаю, сейчас с учетом ситуации в золоте и серебре должны взяться за полиметалл. И при том потенциале движения металлов, который в настоящий момент есть, я думаю, что полиметалл до Нового года могут утащить на переписывание исторических хаев. Так, друзья, был вопрос по поводу компании Qualcomm. Что я могу сказать? Здесь, в общем-то, все карты в руки к тому, чтобы ее, скажем так, очень активно подключить к новогоднему ралли, потому что она очень-очень сильно упала. И с учетом той продукции, процессоров, которые она производит, у нее есть все шансы в рамках этого новогоднего ралли, который намечается, как минимум сходить на 143, а вообще в идеале ее можно смело отправлять эти максимумы, переписывать. Здесь все, что касается полупроводников и их производства, оно в ближайшее время, и, наверное, даже в ближайшие 30 лет, оно будет очень и очень актуально. Почему?
Ну, потому что, что бы мы ни взяли, машины, дома, там, не знаю, какие-то зеленые ветро- или солнечные электростанции, везде нужны полупроводники. Везде нужны чипы, микросхемки, которые всем этим будут управлять. Соответственно, те компании, которые производят чипы, они станут, можно сказать, опорными центрами роста. Так, друзья, если по акциям этой компании переходить на часовой таймфрейм, здесь они на этой неделе уже все, план выполнили. И, соответственно, закрытие, я думаю, будет в районе 128,6-128,5. На следующей неделе, как только возникает пробой уровня 130,5, мы можем увидеть сразу движение в район 135-137. На этой неделе все, уже наторговались. Закрытие в боковике, я думаю, здесь никакого фиксажа не должно быть. И здесь, возможно, вот эта бумага, она очень хорошо прогуляется наверх на следующей неделе. Потому что у нее есть все предпосылки для этого. Так, друзья, ну, в общем-то, все. Спасибо за внимание. Успешно вам доторговать. Всего наилучшего. Хороших выходных. Все, счастливо.